привет! Мы находимся в Москве, и со 2 по 5 октября здесь проходит первая в России выставка Comic-Con совместно с выставкой Игромир. И сейчас мы с вами пройдем внутрь и увидим, что же интересного происходит на стенде «Звездных войн». За моей спиной находится стенд «Звездных войн», впервые официально представленный в России компанией Disney. Основную часть стенда занимают информационные панели, как, например, вот это. Здесь у нас находятся технические характеристики тысячелетнего Сокола, а рядышком с ним находится история персонажей, моих любимых Чубаки и Хана Соло. А это всеми любимые дроиды C-3PO R2-D2. И рядышком стоит статуя C-3PO в полный рост, полностью собранная из лего. Поскольку лего «Звездные войны» очень популярны среди детей, эта тема довольно широко представлена на этом стенде. Это лего-модель истребителя X-Wing, серия Ultimate. В 2 раза больше обычных лего-моделей, очень редкая и красивая модель. А это «Звезда смерти», одна из самых больших и самых дорогих моделей за историю лего. Также здесь есть игровая зона, и каждый желающий может здесь весело провести время, собирая различные лего-модели. А это жемчужина стенда «Звездных войн», имперский бункер с лесной луны планеты Эндор 6-го эпизода. И каждый желающий может пофотографироваться здесь, на этом прекрасном агрегате. Этот бункер был специально простроен для стенда «Звездных войн», на это мероприятие Comic-Con. Кир, привет, расскажи, что у вас тут нового, что у вас происходит на стенде. Дисней построил замечательный стенд, бункер, спидербайк, все эти энциклопедические материалы, где можно посмотреть историю Дарта Вейдера. Это специально подготовлено именно для этого мероприятия. Игровая зона, это все просто замечательно. Здесь очень нравится, и для нас большая честь работать вместе с Disney Россия на этом стенде, представлять «Звездные войны» вместе с ними. Отдельно хотелось бы сказать про коллекцию, которую мы здесь представили. Это действительно мы представили, потому что это коллекция нашего капитана стражи Андрея, нашего Джанго Фетта. Так что мы поучаствовали напрямую в наполнении этого стенда. На стенде «Звездных войн» представлена такая небольшая выставка очень эксклюзивных вещей. Здесь представлены разнообразные фигурки. Это пилот-скаут из черной серии в формате 20 сантиметров. AT-RT из мультсериала «Повстанцы». Джабба Хатт из черной серии, также форматом 20 сантиметров. Совершенно новый личный истребитель Инквизитора из мультсериала «Повстанцы». Также здесь есть целая витрина, посвященная исключительно Дарту Вейдеру. Это небольшой уголок, посвященный новой игре для мобильных платформ «Звездные войны. Вторжение». Игра представлена полностью на русском языке. Я стою рядом с очередью на закрытый показ мультсериала «Rebel», но кое-кто его уже видел. Вот рядом со мной стоит Катя, которая расскажет нам свои впечатления об этом мультике. Привет! Привет! Сериал на российском канале Disney будет запущен только этой зимой. Мы же здесь на Комик-Коне смогли посмотреть эксклюзивно первую серию. Скажу честно, сериал просто обалденный. Действие происходит между 3-м и 4-м эпизодом саги. И, собственно, мы сможем посмотреть, что же происходило за время, скажем так, властвия темной стороны. Как интересно, будем ждать с нетерпением. Смотри, Росомаха! Самое интересное мероприятие на Комик-Коне по «Звездным войнам» — это встреча с фанатами. На встрече фанатов «Звездных войн» выступила представитель компании Lucasfilm Мэри Фрэнклин. Российский аванпост 501-го легиона подготовил для нее прекрасный подарок – шлем Боба Фетта, расписанный под хохлому. Официальные фан-организации 501, Rebel Legion и Mandalorian Mercs рассказали о своей деятельности и пригласили всех фанатов «Звездных войн» вступить в их ряды. Команда «Иллюминатора» также выступила на встрече фанатов. Мы рассказали о своей передаче, показали эксклюзивное интервью с Энтони Дэниелсом, а также Инди рассказал об истории фэндома «Звездных войн» в России и о коллекционировании фигурок и статуэток. Это Мэри Фрэнклин, представитель Lucasfilm, организатор мероприятий и специалист по связям с фанатами.
Вчера, как вам вообще понравилось у нас в России? И вчера вы видели наше фэндом-мероприятие наших фанатов. Как вам наши фанаты? Понравились они вам или нет? I've heard that the fans in Russia were very sincere and very passionate Star Wars fans, but I didn't realize how passionate and how wonderful this fandom is until I got to come here to Comic-Con Russia and see it in person. I've known Kier here in the speeder bike costume for some time now, but I've gotten to meet so many more fans and it's been wonderful. I know everyone at Lucasfilm is very excited to learn how many more excited and involved fans there are here in Russia. Скажите, какие у вас дальнейшие планы у Lucasfilm по сотрудничеству с русскими фанатами? We have, fans here in the 501st and Rebel Legion. We've got Jedi, we've got the Mandalorian mercs, we've got collectors, and now I've met the Illuminator crew. So we look forward to being able to keep working with them as well. This has definitely been a good first step, coming here to Comic-Con Russia, and to be able to start thinking about what kind of events we can continue to do here in Russia. So I look forward to thinking about it and planning and working with my colleagues at Lucasfilm and with the Walt Disney Company here in Russia on hopefully more great, exciting Star Wars things in this country. Okay, thank you so much. Thank you. Нам очень понравилось, как стенд «Звездных войн» представлен на первом Комик-Коне в России. И, конечно же, нам вдвойне приятно, что Lucasfilm и компания Disney стали сотрудничать с российскими фанатами «Звездных войн». И мы очень надеемся, что это сотрудничество будет очень длительное и теплое. Так что вот такие вот дела. До новых встреч. Пока-пока.